Xiaomi TV A Pro 2026 года. Смотрите, в такой коробочке приехал. Это 50 дюймов. В принципе, он выпускается разных размеров. Но это один из самых бюджетных QLED. Вот если вы хотите зайти в QLED технологию, да, на квантовых точках с подсветкой, то это один из самых бюджетных телевизоров на этой технологии. Но при этом бюджетность здесь позволила... Вернее, не позволила, а попытка уйти в бюджетный сегмент принесла какие-то хреновые плоды этого всего дела. Dolby Vision нет, да, как обычно, Xiaomi там его пихают везде, где не попадя. HDR 10 Plus нет, хотя они сюда впихнули какой-то непонятный фильммейкер мод, который они позиционируют как альтернативу HDR 10 Plus. Ну не то это абсолютно, это обыкновенный пресет на HDR 10, который просто дает какие-то настройки кому-то на заводе, как они понравились, ни более, ни менее. При том, что самое интересное, маркетингом преисполнен весь телевизор. Смотрите, у нас есть... Да нет, вон 120 Гц, видишь, покажи, Game Boost 120 Гц. Да, вы думаете, это 120 герцовый телевизор? Нифига. Это 60-герцовый телевизор, да, он с MEMS, с уплотнением 60 Гц, который дает 120 Гц, но только в 1080p. Ну, представляете, вы покупаете 4К телевизор для того, чтобы к нему подключить PlayStation, чтобы на нем играть в 1080p. И то PlayStation у меня в Game Boost не захотел 120 брать. Это вам нужно комп к нему подключить. И как это они называют, где-то в рекламе я видел, киберспортивный режим. Ну, киберспортсмен, представляете, киберспортсмен с таким телевизором, с невероятной задержкой. Мы сегодня проверим игровую задержку, короче, с вами. И, конечно же, его потестируем. Говорю сразу, использовать его с ТВ-боксами, потому что изображение на ТВ-боксах для него лучше. Но, опять же, вот эта детская болячка Xiaomi. Какого хрена Xiaomi? Уже 2026 год, вы до сих пор делаете ручной выбор версии HDMI в настройках. Иначе у вас ТВ-бокс будет показывать 4К 30 Гц без HDR. Какого хрена? Вам надо переходить в настройки, включать расширенный режим HDMI для того, чтобы он показывал 2.1. А потом, вот моменты, да, то есть 2 на 8 система, Cortex A55, процессор в 32-битном режиме, по 4 ядра по 1,5 ГГц, у которых вроде бы все нормально, но при этом профризовки постоянно бывают. Wi-Fi. Вроде бы сделали нормальный Wi-Fi. Да, 100 мегабитный порт LAN, вроде бы нормальный 5 гигагерцовый Wi-Fi, вы сейчас увидите тесты. Давайте, смотрите. Более-менее нормальный на ТВ-боксах, конечно же, будет получше. Но в YouTube у меня коннект выше 35 мегабит не поднимается. Почему? При этом 4К из-за этого начинают профризовывать. Это уже такая отсылка к тому, что где-то чего-то неправильно сделали. Вот и все. При том, что 200 на 200, пожалуйста, работает. То есть это Wi-Fi с нормальным, более-менее уровнем покрытия, потому что он в соседней комнате роутер и с нормальной скоростью. Короче, телевизор преисполнен компромиссов, и вот ТВ-боксы действительно это обязательно для него. Мы здесь не видим моментов переключений на HDR, их видно при подключении внешних HDMI устройств. Ну и в целом, я вам скажу так, что 2 на 8 маловато для обеспечения 4К HDR и даже там пресловутого какого-то фильммейкер мод. Но при этом есть и сертификация Netflix и тому подобные моменты с DRM и, конечно же, оснащен Google TV. Давайте так, ссылки в описании под видео, ссылки на ТВ-боксы, на проверенных продавцов тоже в описании под видео, кстати, с акцией, там сейчас есть классные ТВ-боксы, я чуть позже скажу. А в целом, я могу сразу сказать, телевизор за свои-то деньги, он получился неплохим. Но надо учитывать, что это ну самое дно, вот дно. При этом яркость у него заявленная 250 кандел, которую мы проверим. Она чуть-чуть выше в SDR, но она недостаточная для воспроизведения HDR полноценного. Есть как есть. Поэтому здесь нет ни Dolby Vision, ни HDR 10+, я вам сразу говорю. Короче, переходим и тестируем данный телевизор. И ждем вывода. А перед этим подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Технозон. Так, смотрим. Ножка пластиковая. Ножки расставлены, что я не сильно, в принципе, люблю, но это бюджетный сегмент. Я люблю, когда у нас одна центральная. Из органов управления кнопка вот здесь вот по центру, только лишь включение. Это то, что я вижу так ощутимо, вот больше ничего. Панелька пластиковая по рамкам. Смотрите, рамка очень узкая, потом оценим рамку на включенном именно саму видимую часть. Но я могу сказать, что она вот... Сейчас я вот где-то сравни батарейки. Вот так вот половинки батарейки. Ну, это мы увидим с вами. Вот эта верхняя наружная рама, она металл.
Она металлическая. Сейчас сзади посмотрим, перед этим, смотрите, пульт. Давайте открывать сразу. Смотреть, что у нас за пульт. Пульт Bluetooth под Google TV, все стандартно, с цифровой панелью. Пластик, откровенно говоря, низкосортный, то есть это такой низкого сегмента телевизор. Вот этот глянец затрется очень быстро, но в целом пульт неплох. И в плане того, что он проработает определенное время, это 100%. На двух батарейках 3А, которые у нас есть еще и в комплекте. Кстати, есть еще в комплекте вот такой вот у нас шнур питания. А ножки прикручиваются на 2 шурупа, каждая, ничего необычного, поэтому на этом не заостряем внимание. Сзади вот эта вся панель металл, здесь у нас пластик, крепление подвеса. Теперь вот здесь вот у нас разъем питания крайне неудобно расположенный, если честно. То есть вам придется сюда его засовывать под этим вот углом. Ну, такое, легче было сделать поворотную, как LG любят делать, и сделать на панели просто. Ну да ладно, это штука пластиковая накладка, кстати. У нас здесь есть с вами оптический выход под ресивер. Есть даже отверстие под PCMCI карты. Ну это ладно такое. HDMI 1, HDMI 2. HDMI 2 у нас IRC, IRC, сюда можно тоже подключать ресивер через HDMI. Нет, это HDMI 1, это HDMI 3. USB 2.0, USB 1 у нас, что очень такое бюджетное решение, обычно дают 2 USB. LAN RJ45, есть коаксиальный выход под антенну простую, либо под T2. И есть у нас DVB-S модуль или S2. В принципе, больше ничего такого интересного нет. Давайте переходить его смотреть уже именно на само изображение. Так, тип дисплея QLED, разрешение 4К, покрытие 94% DCI-P3, 1,07 миллиарда цветов. Тут они уже, конечно, перегибают. Есть MEMS, 2 по 10 динамики, центральный процессор, это мы все сами посмотрим, нам это не надо рассказывать. А вот в хайлайтах они пишут, ну давайте в хайлайтах, пишут прям очень много интересного. Яркий 4К QLED дисплей со сглаживанием. И тут вот маркетинг пошел. Частота обновления 120 Гц в режиме Game Boost через HDMI. Об этом они классно пишут, но о том, что там 1080p при этом, они пишут в самом конце маленькими серенькими буквами. Иммерсивный звук благодаря Dolby Audio DTS-X и DTS Virtual X хорошо, элегантное металлическое покрытие, там уже с вами все увидели. Ну и давайте так, по матрице сразу говорю, что здесь у нас стоит VA-матрица, вы видите сейчас фотографии, все нормально, VA-матрица, мы подтверждаем вертикально расположенные субпиксели, все отлично мы видим. При том, что это 10 бит, казалось бы, нет, это 8 бит плюс FRC, и само собой, с учетом VA-матрицы, мы оцениваем углы осмотра, они достаточно широкие, хотя производитель заявляет 178 градусов, ну, возможно, не буду говорить. А вот это вот совсем маркетинг, режим FilmMaker, они заявляют это как дополнительный стандарт типа HDR 10 плюс HLG плюс FilmMaker. В спецификациях, кстати, официально пишут, ну нет, FilmMaker это всего лишь одна из настроек того, как оно должно выглядеть, но, откровенно говоря, это попытка скрыть того, что здесь нет Dolby Vision, HDR 10 плюс, и выставить это каким-то, не знаю, дополнительным преимуществом, которым оно не является. Ну, HDR, улучшение контрастности, опять же, про HDR 10+, они везде молчат, и 120 Гц, вот здесь вот они написали маленькими серыми буквами, даже не белыми, 1080p для 120 Гц. MEMS, уплавнялочку мы обязательно сейчас проверим. Низкий уровень света, Xiaomi Sound, умный звук для разных сценариев, плоскотень сумасшедшая. Для него обязательно покупать какой-нибудь саундбар, либо внешний ресивер. И заявляют Google Cast и Apple AirPlay. Больше ничего они интересного тут не пишут. Мы сейчас с вами уже будем переходить смотреть на сам по себе обзор, на сам по себе телевизор. А купить ТВ-боксы, проверенные в Украине, вы можете на сайте technozone.com.ua. К тому же у нас сейчас акция, контент в подарок, 12 месяцев Sweet TV плюс Nexon по 6 месяцев каждого при покупке любого ТВ-бокса. Ссылки в описании под видео, так что переходим, смотрим. Обзор начинаем с интерфейса. Конечно же, Google TV, самый что ни есть традиционный, без возможности корректирования вот этих вот каналов рекомендаций. Если удалить, например, Prime Video, его заблокировать, то он исчезнет, на его место станет, например, Apple TV. Тут ничего особо не изменится, есть у нас тут каналы приложений и тому подобное. Если мы перейдем сразу в Netflix, то мы видим, что он поддерживает 4К HDR 5.1, конечно же, воспроизводится все. Но вынужден чуть-чуть смазывать, потому что
правообладатели не дремлют. А с Netflix все отлично. Как, в принципе, и с YouTube, но по YouTube у меня есть вопросы. А дело в том, что для меня качество воспроизведения YouTube на внешнем устройстве оказалось лучше. Это чисто мое мнение. Чуть дальше сравним уже, когда будем обозревать конкретно внешнее устройство, да, именно работу с внешним устройством. Сейчас включили 4К HDR. Я не могу здесь, допустим, понимать, что воспроизводится, какой HDR. Дело в том, что они не дают нам... Видите, пошло префризовка, тут какие-то 36 стартовых дропов, потом это все стабилизируется и будет нормально, то есть все, дропов нет и пошло дальше проигрывать. А вот нет, все равно какие-то профризовки есть, несмотря на то, что есть вот такие вот нормальные показатели, допустим, сети, да, там 30 мегабит для этого ролика вполне нормально. Но что есть, то есть. То есть изначально можно использовать без, допустим, внешнего устройства, без ТВ-боксов. Но мой совет использовать. AV1 кодек тоже проигрывается. Давайте мы с вами чуть понаблюдаем, включим 4К. Мне не нравится, конечно, Connect. Вот Connect у него слабоватый. И в YouTube он показывает почему-то 26-36 мегабит, это плохо. Вот, 30 мегабит, все вполне нормально, тоже почти без дропов. Это, видите, буфер, жизнь буфера маленькая, это означает, что ему просто-напросто не хватает в некоторые моменты прогрузки из интернета. При том, что у нас подключен реально Wi-Fi 5 ГГц. Давайте зайдем в Wi-Fi настройки. И, пожалуйста, 5 ГГц Wi-Fi. Ну, есть как есть, я вам уже скорости Wi-Fi показывал. Дальше мы с вами должны проверить различные стриминговые сервисы, которые зависят от DRM. Например, в Megogo мы видим переключение каналов, достаточно все быстро работает. Вот, переключает, быстро переключает. И никаких профризовок в OTT-сервисах нет. При том, что он дает нам выбрать, допустим, в самом Megogo фильмы через фильтры с HDR. Допустим, смотрите, по качеству видео мы можем с вами выбрать HDR, и они даже проигрываются, но опять же, инфо не дает телевизор, я не могу сказать, что он HDR, на внешнем устройстве я хотя бы вижу какое-то переключение. То есть, если нажимаю инфо, ну нет, такого у нас нету. И как его здесь посмотреть, я уже измучился, честно говоря. Очень такое неинтересное действие. Ну, так вот на Xiaomi это все делают. По поводу тех кодеков, которые поддерживает платформа, мы видим, у нас есть VP9.2, значит YouTube HDR будет работать. Видим VP8. VVC это 266 кодек. Ничего себе. Но он в аппаратке. То есть он поддерживает 266 кодек. Потом он поддерживает у нас AV1, 265 мы видим в аппаратном декодере AVC. И, конечно же, AV01. Хорошо. А по звуку тут все намного интересней. У нас есть... Вот первое, на что бросается в глаза, это у нас DTS есть, AC3, есть EAC3, объясняю, это Dolby Digital Plus. У нас есть DTS, и что у нас еще есть? DTS HD. Простой DTS и DTS HD. Dolby True HD я не вижу здесь в поддерживаемых кодеках, но есть как есть. Конечно же, DRM-L1 здесь есть, потому что, извините меня, ему необходимо воспроизводить и Netflix и все остальное. Здесь очень много, кстати, DRM-ключей. Нас интересует Widevine. L1. Если говорить по аппаратной части, то это у нас платформа MT5896, 2 на 8 памяти. Центральный процессор 4-ядерный Cortex A55 по 1,5 ГГц. Я такой уже видел в проекторах в новых. И тут 32-битный режим работы процессора. За отображение отвечает Mali G52. У нас 4К разрешение самого не экрана, а интерфейса. И сеть у нас имеет Connect, хотя и 780 мегабит, но мы с вами фактически уже видели. Здесь у нас Android 14. Через диагностику VIMU мы подтверждаем, что у нас здесь есть с вами AV1, RAV, H264 и 265, кстати, он не видит VVC. И есть у нас по звуку AC3, EAC3, DTS и DTS HD декодер. Да, все это мы видим. И видим здесь HDR10 и HLG. HDR10 Plus я здесь не нахожу. В самих настройках мы сразу видим с вами каналы и входы. Конечно же, у нас есть режим тюнера, где мы можем выбрать антенну, кабель, либо спутник. Автоматически обновлять каналы. Есть у нас поиск каналов. Ну, давайте произведем поиск каналов через антенну. При том, что,
подождите. Сейчас мы выйдем, остановить. Мы можем кабель использовать, спутник. В расширенных настройках у нас есть там цифровое, либо цифровое аналоговое, есть кабель и есть спутник. У нас один кабель, либо фиксированная антенна. Короче, есть огромное количество настроек. Ну, давайте поиск произведем. После поиска нам доступны каналы эфирные, достаточно неплохо работающие, хотя и 480p, но телевизор неплохо апскейлит. Изображение не скажу, что сильно низкокачественно, но на OTT сервисах лучше. Также у нас есть внешние входы, это где мы можем управлять HDMI, но у нас есть один момент. Если вы хотите использовать с внешнего диска 4К 60, вернее с внешнего устройства 4К 60 FPS HDR, то вам необходимо здесь включать улучшенный. Потому что HDMI 2, и HDMI 1 и HDMI 3 по умолчанию стоят, а там режим совместимости, это значит там будет стоять HDCP 1.4 на HDMI 2.0 стандарта, и будет только из 4К 30 Гц. Это очень важно понимать. Кстати, HDMI цик тоже работают. Есть поддержка Apple AirPlay и HomeKit, интеграция в систему умного дома HomeKit, да, и поддержки Apple AirPlay. Также я могу сейчас проверить, вернее хочу, даже я обязан просто проверить возможность работы трансляции экрана. Мы сейчас затранслируем с моего смартфона YouTube. Видите, он сам включается. YouTube я выбрал. Вот он сам по себе выбрал канал, подтянул поток и воспроизводит мое видео. Но это уже идет со смартфона. Я остановил и, конечно же, выйду. Поэтому Google Cast тоже работает отлично. В настройках экрана и звука здесь все намного интереснее. Режим изображения. У нас ярко, кино, спорт, фильммейкер мод. Это тот режим, который они заявлялись, что он нифига себе какой классный. И это компенсация того, что здесь нет ни HDR10, ни Dolby Vision. Ну, такое себе, на любителя. Не скажу, что сильно прям очень нравится мне. Подсветка 100. Ну, подсветка есть, режим защиты глаз. Основное видео это у нас настройка яркости, контраста, насыщенности, оттенка, резкости, цветовой температуры и шумоподавления. Кстати, шумодав советую отключать, будет более четкое видео. В расширенных настройках мы можем включать цветовое пространство, редактировать. Ну, в принципе, не вижу смысла включать на постоянно BT2020. Цветовую гамму выбирать, сдвиг гаммы регулировать, адаптивную подсветку включать, сглаживание движения. Это MEMS. Ну, давайте так. Если мы здесь говорим про цветовое пространство, про яркость и про сглаживание, давайте начнем с теста MEMS. Теперь у нас тест на плавность воспроизведения. Объясняю. 24 кадра. Это стандартный Брюс Уиллис тест. Да, здесь все плавненько. У нас сейчас стоит настройка на максимум именно MEMS. И здесь мы видим всю плавность. Но 24 кадра уплавнения это не все, что нам, скажем так, нужно. Мы здесь тоже видим плавность. Кроме большого шарика он дает небольшой ореол. То есть у нас небольшие артефакты, но это все в принципе в пределах нормы. Как бы вопросов нет. Если мы используем, например, 60-кадровое видео со стробоскопом, то у нас тоже есть на этот случай свой тест. Мы обязательно такое тестируем. На быстро текущих деревьях, вернее на быстрой смене кадров в деревьях. Смотрите. То есть это 60-кадровое видео, но с эффектом стробоскопа, которое сможет он... Нет, мы видим эффект стробоскопа. Смотрите. То есть здесь есть только лишь технология 24 via 60. Полной уплавнялки, как, например, в LG. Нет, в LG, например, вот это все воспроизводит, ну, очень плавно, я вам серьезно говорю. То есть вот прям в LG вы будете смотреть, там не будет вот такого стробоскопа. То есть мы с вами имеем некий эффект неполноценной уплавнялки. Это обыкновенный стандартный бюджетный MEMS. Как вы поняли, да? Ну и, конечно же, давайте же сразу, если мы тут смотрим подсветка и яркость, допустим, в основном видео, давайте протестируем яркость фактическую, потому что заявленная 250. Тест яркости телевизора. У нас есть специальный ролик для этого, который мы делали специально для тестов яркости. И мы сейчас давайте замеряем пик. Где-то что-то он подвис чуть-чуть. Давайте заново стартанем. 259. Объясню, специально снимается солнце, как самая яркая точка, 259 кандел. Ничего принципиально яркого они не показали. При этом на белом экране мы видим с вами, ну здесь уже давайте поставим динамический показатель, мы видим пиковое значение там 287, 288, 273. При этом у нас неравномерное освещение, например, здесь у нас будет 170, да? Здесь у нас там 220, здесь я буду вам озвучивать 201,
И здесь там 238. То есть, несмотря на то, что это квантовые точки, это обыкновенный LED. Многие думают, что квантовые точки это какой-то там ничего себе равномерная заливка. Нет, к сожалению, вот так вот у вас будет. То есть ничего такого экстраординарного мы здесь не увидели. Вы поняли, да? Но дело в том, что тест яркости это всего лишь тест SDR. В HDR яркости достаточно тяжело словить здесь внешнюю яркость. Хорошо, глобальное затемнение есть у нас, интеллектуальная смена. Не знаю, чего интеллектуальная смена, никто не понимает. И сброс настроек изображения. По звуку у нас настройки есть DTS Virtual X, где мы можем, кстати, четкость диалогов DTS, объемную виртуализацию включать, усиление низких частот. Также у нас режим звука Xiaomi, это стандартные пресеты Xiaomi, выравнивание громкости и улучшение диалогов DAC 4. Это означает, что он будет усиливать средний канал. И аудиовыход мы можем с вами выбирать из-под DIF либо динамики. Ну, если через HDMI, через ERC подключать, допустим, дополнительно ресивер, то, конечно же, там будет еще ресивер. Сети интернет. Тут ничего интересного, как и в аккаунтах, и в приложениях, а вот в системе у нас есть питание и энергопотребление, где мы можем с вами ставить повышенное, либо, допустим, среднее, оптимизированное, либо низкое потребление в зависимости. Ну, я ставлю сюда повышенное, тогда все приложения работают отлично, ничего не гасится, и Google Cast работает постоянно. Есть таймер отключения при бездействии, состояние при включении вы можете выбрать главный экран Google TV, либо последний использованный вход. Например, если вы смотрели TV Box, либо играли на PlayStation, он выберет последнее. Ну и по питанию у нас есть таймер сна, очень далеко его спрятали, конечно. Отключить изображение и отключить экран. Ну, тут дата, время, это уже самые стандартные моменты, ничего интересного для нас нет. Примечательно, что в Украине у нас сейчас работает Xiaomi TV+, это бесплатное телевидение от Xiaomi. Если вы покупаете, да, то у вас, пожалуйста, там есть различные каналы. Вот, пожалуйста, воспроизводит. И также заработал PatchWall. Для меня это удивительно, раньше PatchWall не работал. Вот, пожалуйста, PatchWall у нас работает, но это все такое, знаете, не очень приемлемо для нашей страны. Ну, вернее, не очень совместимо с нашей страной. Голосовой поиск. Давайте пробуем голосовой поиск. Голосовой поиск не срабатывает, как ни странно, хотя Bluetooth пульт подключен. То есть при закрытии инфракрасной панельки он срабатывает и подвязан Bluetooth. Ну, есть как есть. Скорее всего, либо просто деактивирован, либо чего-то с ним не так. Есть у нас Miracast. В принципе, это обыкновенное дублирование экрана, но это все мелочи жизни. Давайте с вами попробуем именно качество отображения. Он поддерживает XFAT и NTFS диски. Вот, пожалуйста. Давайте попробуем именно качество отображения. У нас оверскана нет никакого, хорошо. Основные цвета это градация, кстати. Градация, имеем маленькие ступеньки. Конечно же, это не 10-битная матрица. Это 8 бит плюс FRC, так называемый. Поэтому это абсолютно нормально для этого телевизора. По основным цветам у меня, в принципе, вопросов нет. Заливка равномерная. Откровенных таких наглых черных пятен здесь нет. Что, в принципе, и ну, камера может как-то искаженно передавать. На то они квантовые точки, знаете, как это как говорится. То есть сама по себе технология квантовых точек подразумевает, чтобы не было вот этих ярких темных пятен. Не, в принципе, очень даже неплохо по основным цветам, но по яркости. Сейчас доберемся по яркости, я вам объясню, в чем есть момент. Синий неплохо очень. Ну, оу. Серенький, ну, меня интересует черный, конечно же. На достаточно тонкие рамки, вот это мне нравится, знаете. Зеленый тоже неплохо. Нет, по основным цветам вопросов нет. А вот по яркости, вы смотрите, опа, у нас включился какой-то режим в самой, смотрите, вот он переключается, вроде бы нормально по яркости стоит. А потом включается какой-то дебильный режим, и оно становится просто непонятно. Ну, давайте сейчас мы включим без постобработки плеера Xiaomi, и станет все понятно. Они знаете, что делают по-хитрому? Они включают, видите, опять же памяти 2 гига маловато для телевизора. Они включают по-хитрому пересвет освещения для того, чтобы компенсировать низкую яркость. Но при этом теряется сразу же калибровка. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим это конкретно на моем на другом плеере, и здесь будет более понятно.
Смотрите, по яркости. Оп, и мы видим, что у нас яркости не хватает. Контраст нормально, а яркости не хватает. При том, что яркость я выкрутил практически до 99 из 100. Вот, пожалуйста, если мы пойдем, ну, подсветка это не то, а вот в основном видео у нас яркость стоит на 99. Телевизор, откровенно вам скажу, недостаточно яркий. Есть как есть. Для просмотра настоящего HDR-контента это слабое освещение. Для SDR вполне нормально. Девушки выглядят отлично. Ну, они, видите, как пытаются это все компенсировать сверхосвещением в своих фирменных плеерах для того, чтобы задрать яркость, и вам казалась картинка более яркой. Это так не делается, неправильно. Все цвета разделены, кстати, более-менее еще и калибровку я вижу, но кроме черных прямоугольников, там должны быть отчетливо видны квадраты, но они еле-еле видны. А это называется, что не хватает яркости. Об этом нам говорит и яркостно-контрастный анализ, в принципе. И, допустим, ну вот здесь более-менее нормально. Ну, лисичка, иди покажи, где у нас должны отличаться контрастные полосы. Да, вот смотрите, вот у нас есть внизу, то есть мы видим, что по контрасту у нас все отлично. То есть есть у нас разделение. А вот в черном, допустим, более-менее, в синем у нас ушел, допустим, та же самая яркость непонятно куда, контраст сохраняется, в зеленом нормальная яркость и контраст, и в красном, опять же, яркость ушла в самый низ, а контраст сохраняется. Все абсолютно нормально, все ровненько, без каких-либо размытий и, в принципе, без оверскана. Девушки тоже выглядят абсолютно отлично, нет пропусков у нас в веточках, 4К матрица, тут как бы вопросов нет. И черный цвет, ну черный цвет вы видите вставочку, как он работает в темноте, то есть ожидаемо тоже. Благодаря квантовым точкам, как мы видим, засветов четких и явных по углам нету. По качеству изображения я в принципе доволен, вот по качеству именно яркости тут есть нюансы. AV1 кодек из файлового хранилища он воспроизводит. Это хорошо может декодировать. Теперь HDR ролик проверяем LG New York 4K. У него нет SDR метаданных, поэтому мы увидим, действительно декодирует он HDR или нет. Да, здесь все нормально. Ну, кстати, вы видите, вот как вот, ну не дает он инфо посмотреть, хоть убей, а. Ну, сейчас посмотрим, здесь инфо. Не дает. Ладно, есть как есть. Любые ролики он с внешнего хранилища тоже воспроизводит вроде бы неплохо, но при этом мы имеем кое-какой момент самого недостаточно производительного в общем системы. Слушайте, давайте я хочу пойти еще проверить с вами PlayStation, задержки, конечно же, входные сигналы и TV Box, а потом перейдем с вами на вывод. Вот видите, 2 гига все-таки, видите, не хватает чуть-чуть на прорисовку интерфейса. В разделе игровых возможностей мы проверяем, конечно же, задержку. Задержку вы видите, задержка есть, она минимальная, но сам факт она есть. На экране вы видите результат. Хорошо, давайте мы проверим, что наш PlayStation выдает именно в настройках экрана. И здесь в настроечках в экраны видео он выдает у нас 4К, 60 Гц, HDCP 2.3 и плюс у нас еще и можно выводить HDR. Но HDR могу сразу сказать один момент, что если хотите, чтобы работал HDR, то в настройках самого телевизора, то есть давайте мы выйдем сейчас в меню самого телевизора, в разделе каналы и входы, именно во внешних входах, для HDMI нужно выставить, что у него будет улучшенный HDMI. То есть в Xiaomi есть такая фишка, что они в самом начале не берут и ставят у нас такую вот фигню, как обрезанный HDMI. Это не очень хорошо в версии 1.4. Дальше мы еще проверим с вами, конечно же, внешний TV-бокс. По TV-боксу вам придется также выставить внешний именно режим HDMI полный, если вы хотите увидеть 4К 60 Гц, потому что он видит изначально 4К 30. 4К 60. При том, что у нас он поддерживает с внешнего устройства, давайте форматы покажу, HDR10 и HLG. Вот это все, что он поддерживает. Dolby Vision и HDR10 Plus отключены. Вообще, использование внешнего устройства я считаю обязательным для данного TV-бокса, именно для данного телевизора, имеется в виду TV-бокс, потому что, во-первых, более качественная картинка, более такая цветастая, больше прорисованная, мне прям нравится. Даже вот мы можем с вами включить сейчас ролик.
проигрывания с внешнего устройства. Сейчас вы видите рядышком сравнение. В паре с ТВ-боксом он лучше воспроизводит. Вот реально лучше. И это прям факт. Поэтому тут вопрос такой. Я рекомендую это делать. Потому что для меня это лучше. Смотрите дальше. Здесь даже, знаете как, здесь включаешь, даже видно, как меняется. Да? Он переходит из более темного, вот смотрите, при выключении он переходит в более серое. То есть здесь мы видим конкретное переключение HDMI сигнала. На внешних устройствах через HDMI MEMS работает, уплотнение работает 24/60. Все как бы очень даже неплохо и хорошо. И у нас вопросов нет. Также, в принципе, все плавненько. Но опять же я вам повторю и напомню, что 60-60 герцовые у нас будут работать, наверное, с проблемой. Сейчас мы включим, в принципе, еще раз вот здесь вот 60-герцовое проверим, там где боковой проход у нас, и посмотрим, будет ли у нас такой момент. А вот что самое интересное, с внешнего устройства с HDMI стробоскопа я не вижу на деревьях. Вот вам и весь прикол. Вот вам и весь прикол. В качестве выводов скажу, да, телевизор дешевый, да, телевизор большой, он 4К, 50 дюймов за такие деньги, да, которые вы можете увидеть там цену в описании под видео по ссылке, тяжеловато найти чего-то вот в такой диагонали с 4К, с HDR10, еще и с уплавнялочкой, и там, в принципе, с более-менее вменяемыми материалами корпуса и более нормального бренда с Netflix, к тому же на Google TV. Они это сделали, но как они это сделали? Вот начиная от убирания HDR10+, Dolby Vision до там, компромисса по памяти 2/8, честно я скажу, я не очень доволен этим телевизором. Чтобы его советовать за такие деньги, если совсем нет денег, то этот QLED, вы смотреть сможете, получите вы от этого удовольствие, все зависит от вашего восприятия. Я удовольствия от этого не получил. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.